Почему кажется, что женщины более востребованы, чем мужчины? И мужчинам секс нужен больше, чем женщинам? Или это только кажется? Женщины востребованы, чем мужчины? Да нет, я бы так не сказал. Наверное, есть такой способ смотреть на мужские и женские отношения, при котором будет казаться, что женщины востребованы больше, чем мужчины. Но это в каком плане? Мужчина чаще рассматривает женщину как источник наслаждения, прежде всего плотского. И в этом смысле у мужчин за женщин идет конкуренция, потому что все хотят удовольствия, в том числе и прежде всего плотского. Вот. И так как женщина это все-таки действительно прежде всего источник удовольствия для большинства мужчин, ну, по крайней мере, те, кто распробовали, вот, поэтому кажется, что и конкуренция, потому что женщина не рассматривает мужчину прежде всего как источник плотского удовольствия. Она его рассматривает как источник других удовольствий. Как там источник, ну не знаю, там создание парных отношений, как тот, через кого она может состояться как женщина, как источник, в конце концов, надежности или денег, там, ну, если совсем примитивные вещи идти. Как способ с помощью этого мужчины состояться в роли матери, да? Но не в этом смысле, прежде всего. А большинство мужчин, у них этот смысл имеет очень большое значение. Ну и что вполне нормально. В общем-то, оно так всегда было и так всегда и будет. Я надеюсь. Вот. Поэтому я думаю, что из этого, вот если через эту плоскость смотреть, то может возникнуть иллюзия, что женщины более востребованы. Но это иллюзия, потому что объективно мужчины востребованы по своим параметрам, женщины востребованы по своим параметрам. Все друг другу нужны. Смысл разделенности на мужское и женское только в том, чтобы они соединились. И обе половинки этого хотят, просто каждая по-своему. Так, теперь по поводу того, что мужчинам секс нужен больше, чем женщинам. Мужчина, ну в классическом смысле, не в том, в каком сегодня его там подают, нам стирая стандарты мужского и женского, а вот в классическом традиционном смысле мужчина – это существо, которое не эмоционально. За счет чего? За счет того, что оно свои эмоции трансформирует в энергию, а энергию направляет на цель. Поэтому мужчина традиционный, он волосат, могучий, вонючий. Вот. Ну и женщина, она удовлетворяет всему этому. То есть она это и энергия, это и телесные ощущения, это и цель. И ну, такое действие, как секс, оно позволяет мужчине прожить состояние власти, да, ну, быть воином это в каком-то смысле путь овладения Вселенной, да, то есть мужской путь это путь овладения Вселенной. Причем мужчина владеет напрямую, он владеет владением, женщина владеет принадлежанием, а мужчина владеет владением. Вот. Поэтому женщина оказывает на влияние мужчину тем, что она готова ему принадлежать или не готова, а мужчина напрямую, что она владела или не овладела. Ну, в этом смысле для мужчины секс это признак того, что он вот это все получил. Он получил и тело, и все, что с ним связано, и как воин состоялся. Короче, это вот пиковое переживание, как ни крути. Это момент, где все звезды сходятся. А для женщины это не момент, где все звезды сходятся, понимаете? Ну, там какие-то сходятся, но не все. Но не все. И она живет больше даже, ну, в эмоциональном плане. Ну, то есть, если у женщины все окей, у нее эмоциональная мышца как бы работает, то и основная ее энергия там. Она не в теле и не в цели. Она в эмоциях. И цель построена через эмоции. И цель построена через отношения. Прежде всего. Все остальное в дополнение к этому. Поэтому не то, что я не могу сказать, что секс не востребован женщиной, но меньше удельный вес этого фактора. Не так его много в общей палитре удовольствий. Потому что мужчине эмоциональное слияние, ну, как бы, если у него все системы работают нормально, это не то, к чему он стремится. Он готов, он может в нем быть, но у него там другая роль, совершенно не как у женщин. Он не может и не должен давать женщине полноценную обратную связь вот
эмоциональную, то вот как она дает ему. Он дает ей на совершенно другом уровне, возвращает энергию. Если он начинает играть в ее игру и отдавать ей ту же глубину эмоциональную, то он больше не может состояться как мужчина, у него просто не хватит энергии. Вот. Отсюда как бы есть вот эти вот, ну что, женщинам надо вот это больше, это меньше, потому что обменные процессы происходят на разных уровнях. Да, они происходят на эмоциональном уровне, на материальном, на телесном, на ощущенческом, на целевом, там, на уровне системы ценностей. Много обменных процессов. И если женщина где-то больше дает эмоционально, то мужчина больше дает там, ну, на каком-то другом уровне. Вот за счет этих искажений есть вот твой вопрос. Ну, я так это вижу.